Я выбрал Непал по совершенно случайным причинам на самом деле. Раньше никогда не интересовался этим направлением. В первый момент идею подала моя коллега Вероника, которая тоже участвует в этом треке. Она позвала несколько других наших товарищей, но их не зацепило, а меня эта новость нашла чисто случайно, и, по сути, потом совместными усилиями мы как-то смотивировали друг друга в итоге пойти. Чай вообще отличный. Спасибо тебе, Олег. Вообще прям Что мне больше всего понравилось в Непале, это очень сложный вопрос, потому что он потрясающе многогранен. Совершенно бессмысленно сравнивать городскую жизнь и сравнивать жизнь в горах. В горах, на высоте. Потрясающие впечатления, и я думаю, в приемлемое время не уложиться. По пути из Чумронга уже с раннего утра мы повсюду встречали людей, занятых работой. Мужчины занимаются доставкой грузов, но среди носильщиков часто встречаются и женщины. Это очень тяжелый и неблагодарный труд, но здесь, в горах Непала, не бывает легкой работы. Тащить корзины этот человек будет, возможно, до самого вечера, поднимаясь все выше и выше в горы. Грузы могут быть самые разнообразные. От продуктов питания и многочисленных бутылок с газировкой до целого курятника или даже строительных материалов. Работают тут все. Заняты даже дети с малого возраста. Они помогают женщинам, пропалывая под палящими лучами солнца сорняки, поросшие между ступенек лестницы на главной тропе, пролегающей через деревню. Непал уникален и прекрасен всем, но здесь гордые, независимые, но при этом очень простые люди. И каждый из них индивидуальность, при этом вот человек, который плохо чувствует людей, он увидит, что они бедные, увидит, что они, может быть, не всегда ответственно к вопросам каким-то относятся. Но если посмотреть глубже, можно увидеть, что они уникальны, они цельные люди. Это в наши дни большая редкость, а здесь это встречается повсеместно. То есть это скорее тенденция, чем какие-то вот отдельные редкие исключения, как это чаще всего бывает. Что нравится в них? Искренность, непосредственность, способность не загружать свою голову какими-то лишними проблемами. Ну, как вот у нас говорят, отпусти ситуацию, вот это как раз вот про них, это то, чему у них надо учиться. Что не нравится в них? Ну, есть, наверное, какой-то такой вот элемент лени, безалаберности, необязательности. То есть зачастую очень сложно договариваться о каких-то таких вот организационных моментов, поскольку в любом случае каждый трек, организационная составляющая зависит не только от меня, но и от местной стороны. Это касается и пребывания в лоджах, касается трансферов, гостиниц. Вот, и, конечно, поначалу, первые годы, случались некоторые проколы, то есть вот до тех пор, пока я именно все-таки не нашел каких-то более-менее надежных партнеров в Непале, на слово которых я могу положиться. Потому что раньше, конечно, часто случалось так, что договариваешься об одном, а в итоге тебе просто разводят руками, говорят «сори». Вот такие вот проблемы были. Впереди нас ожидает еще не одна миля пути.
Когда приходит осознание того, что большая часть этих миль расходуется не на дорогу вперед, а на сброс той высоты, которую с таким огромным трудом я набирал до этого, становится досадно. Но стоит только посмотреть вокруг себя, чтобы увидеть всю эту невероятную красоту вокруг, как грусть мгновенно улетучивается, а силы прибавляются. А при виде этих мужественных людей, навьюченных чужими рюкзаками, когда сам ты идешь налегке, и вовсе становится стыдно. Не для того же, в конце концов, я так упорно тренировался перед поездкой 4 месяца в спортзале, чтобы расстраиваться из-за таких пустяков, как 3-часовой подъем на перевал и последующий 2-часовой спуск. И вот уже снова шагаешь, как ни в чем не бывало, и радуешься возможности видеть всю эту красоту. Трусы Кирилла, вы видите, одни белого цвета, а другие слегка потемнее. То есть вот эти вот он сегодня одел первый день, а в этих он идет уже 3 дня. К концу похода белые трусы тоже приобретут другой оттенок. По пути делаем остановку еще в одном промежуточном лодже с красноречивым названием «Вершина горы». Чем выше высота, тем выше цены на напитки и еду. Это незыблемый закон рыночной экономики гор. Постепенно погода начинает портиться. Но что из себя представляет настоящий непальский дождь, который проливается ливнями с градом? Всей команде Кирилла Спирина еще только предстоит узнать. К счастью, однако, горы пока благосклонны к нам. Мы успели дойти до конечного лоджа до начала сильной бури, разразившейся сразу, как только мы оказались под крышей. Наша группа к этому времени собралась в столовой и коротала время в ожидании ужина. Брэд называется, но вот конкретно в этом месте он такой, знаешь, мне не очень понравился. Он пережаренный, с маслом. Рома переписывает в блокнот названия блюд из меню и их цены. Так делают все участники группы. После этого блокнотики сдаются Кириллу, который заказывает на всех еду. Сергей, что бы ты ни делал со своей реальностью, они живут как бы с тобой, соприкасаясь. Получается, что вся система рушится. Камон, давайте найти из реальной жизни. Пока на всю группу готовится ужин, ребята решают сыграть в крокодила. Тебе объясните значение слова. Нет, я просто сейчас пытаюсь понять вообще, как указать. Иногда можно расчленять слова и показывать части. Это не тот случай. Что-то из местной тематики? Нет. Что-то абстрактное такое? Абстракция? Давай, мочи. С другой стороны. Внутри? Снаружи. Горизонт. Два слова всего. Одно слово? Два слова. Это сейчас было второе. Это первое. Горизонт первое. Да, событие. Блин, непредсказуемое вообще. Abstract? Something close. It's something to do with love. Atmosphere. Okay. A synonym for love? Okay, forget the first word. Second word. It's about you. Teacher, classroom, school, life. Faculty of the teacher. Philology. Philology. Philology, yeah.
попробуем надышать комнату Давай, до знаешь, такой, что до сделаем? такой степени, А как- чтобы оно еще немножко сохло. Слышь, у меня хорошая идея. Давай от того угла до этого угла повесим ее. Отлично. Видишь проблему? Да, конечно. Такую. Все очень странно. Привязываю гвоздю. Слушаю, повинуйся. Ну, если вот так приходится, что Сэр, тогда? Куда да. делать? Да, сэр. Делай, Сэр, есть, сэр. делай. Выполняю. Предлагаю тогда ее резануть. Я тебе сказал, не вот дай, не на эту балку, а на дальнюю. Где-то. Там за ней есть место, нет? Короче, чел, давай вот просто в потолок просунем. Все, не будем вот этого делать. Почему? Оборется салон, не надо будет отрезать. Так, а что я? Проснувшись на следующее утро, мы с удивлением обнаружили, что одежда, которую мы сушили, стала еще более влажной, чем накануне. Все просто. Ведь на этой высоте, сквозь наши фанерные домики, постоянно проходят облака. А что такое облака? По сути, это сгусток водяного пара. Это кажется мелочью, но когда у тебя почти нет сухой одежды, в горах влажные вещи представляют собой настоящую угрозу для здоровья. В общем, горы постепенно начинают все серьезнее испытывать путешественников на прочность, и только лидер портеров, отважный Гурунг Прем, не унывает, и кажется, что этому человеку не страшно ничего. На сборы Кирилл отводит членам группы ровно час. За это время надо успеть собрать рюкзак, почистить зубы, позавтракать, успеть насладиться горными пейзажами. Здесь заражаешься неспешностью непальцев. Руки сами собой неторопливо пакуют вещи в рюкзаки, и ты хотел бы поторопиться, но вот никак не получается. Да, мне понравились непальцы. Это очень необычное сообщество. Не существует какого-то стереотипного непальца. Здесь есть множество этнических групп. Но неспешность, деликатность этих людей, конечно, мне сложно было понять, как эти люди, живя в таких незавидных условиях, при всей своей бедности и смирении, они не выглядят подавленными, хотя и очень счастливыми тоже не выглядят. Они просто живут в том ритме, который им предлагает городская суета. В горах ритм совершенно другой. И кажется, что каждый принял свою судьбу. Они не протестуют против чего-либо. По крайней мере, так мне показалось. По-моему, условия здесь не особо приспособлены для жизни человека. Но, похоже, это их нисколько не беспокоит. И им нравится все как есть. Разумеется, у нас не было возможности по-настоящему пообщаться с этими людьми. Так что это просто поверхностные наблюдения с моей стороны. В общем, на самом деле я не знаю, как они себя чувствуют.
Но, насколько я могу судить, они довольно спокойны и счастливы тем, что живут здесь. Они могут обходиться немногим, и, похоже, их не волнуют деньги или, я не знаю, современные стандарты качества жизни. Самый экстремальный случай на моей практике, ну, это, пожалуй, вот как раз прошлой осенью, в 2015 году, когда мы шли вокруг Даулагири, трекинг, то вот пришлось вызывать вертолет, потому что парень себя почувствовал плохо. У меня были подозрения, что у него отек мозга. Ну, потом в больнице это не подтвердилось, просто у него выявили очень низкий уровень гемоглобина. До сих пор непонятно, чем это было вызвано, потому что уже к тому моменту у нас имелась хорошая акклиматизация. Но, тем не менее, вот он шел, потом просто такое ощущение было, что выдохся. Вечером с ним случилось какое-то полуобморочное состояние. Мы сразу же позвонили в страховую компанию, и на следующий день прилетел вертолет и его забрал. Ну, а до этого, так, если бывали какие-то такие случаи, ну, их не назвать экстремальные, то есть там просто случались какие-то болезни на треке, там, ну, вроде бронхита какого-то с осложнениями. То есть, ну, это скорее такие рабочие моменты, которые, естественно, могут быть всегда. На высотах от 3000 метров начинают проявляться первые симптомы так называемой горной болезни. Сперва они почти незаметны и неотличимы от обычной усталости. Чувствуется общая слабость, легкое головокружение и потеря аппетита. Поэтому очень важно как можно более экономично расходовать запас сил, еще оставшихся в организме. И здесь есть чему поучиться у гурунгов. Обратите внимание, как поднимается по ступенькам Прем. Он ставит правую ногу не ровно, а под углом. Затем, опираясь на палку, Прем переносит оставшуюся массу тела вверх. И дальше он продолжает подниматься зигзагом. На первый взгляд кажется, что он только увеличивает траекторию своего пути, усложняя себе тем самым дорогу. Однако первое впечатление обманчиво. Удлиняя путь, человек снижает частоту рывков, тем самым снижая нагрузку на дыхательную систему. Так, организму нужно меньше кислорода, а кислород на высотах от 3000 метров – это продукт дефицитный. И вот уже наши портеры, нагруженные тяжелыми рюкзаками, первые приходят к месту следующей стоянки, пока остальные члены группы медленно подтягиваются за ними. Я, короче, просыпался, то, что мне замерзало то нос, то ухо, то одну сторону, то, что переворачивался. То есть меня просто реально сквозило. Поехал бы я сюда еще раз. Да, я бы сказал, что я готов поехать сюда еще раз через какое-то время, когда городская жизнь меня вовлечет в себя снова, когда я срагируюсь в обратную сторону от того, что я здесь увидел, потому что это очень полезно для ума и тела. Так как есть треки более сложные, и таких треков, как текущие для людей,
без опыта их не так много. Ну, думаю, я бы попробовал какие-нибудь другие активности. Даже не знаю. Может быть, связанные с местной кухней. Несмотря на то, что мы с ней знакомы в какой-то степени, я думаю, она таит в себе еще довольно много секретов. На одной из станций на пути к нашему базовому лагерю, который называлась Диурали, и когда мы там ночевали, у меня случилась паническая атака. Это чувство особенно обострилось, когда выключили свет. Было так темно, хоть глаз выколи, никакого света. А комната была довольно маленькой. Мне казалось, что мне нечем дышать. Это была поистине трудная ночь. Я просто не хотел засыпать. Это было как кошмар. В общем, что касается моего опыта, это был худший момент этой поездки. Но благодаря моей жене Тае я смог восстановиться и заставил себя собраться, продолжить. И знаете, этот опыт показался мне интересным. Знаете ли, я никогда не думал, что у меня может случиться такая жуткая паника. Но, естественно, в новых обстоятельствах, в необычных условиях ты всегда узнаешь о себе что-то новое. Так что Диурали стало местом, которое запомнится мне навсегда. Совсем не с лучшей точки зрения. Нет, эта поездка была чем-то чудесным, замечательным, и очень хорошо, что она пока еще все еще не закончилась. Я взяла еще несколько дней после трека. Планирую посетить места былой славы, погулять еще по Катманду, закупить сувениров и так далее. Вот, поездка чудесная, очень, уже прям хочется вернуться или вообще не уезжать. Но в Непале так лучше не говорить, потому что когда мне однажды вот так не хотелось уезжать из Индии, я зимой, я сначала в шлепанцах в аэропорт уехала и забыла ботинки, пришлось за ними возвращаться. Потом меня не хотели пускать в самолет, потому что был овербукинг. А потом у меня потерялся багаж, и только там через сутки или через двое его нашли. Так что Непал — это святое место, где все, что ты говоришь, оно материальным становится лучше. Если ты не хочешь уезжать, говори, что я хочу вернуться, потому что можно не уехать. Наконец мы дошли до Диурали. Сегодня был особенно трудный день, поэтому многие ребята в изнеможении садятся на свободные стулья и заказывают себе чай. Я знаю, насколько сильно они устали, потому что даже подъем со стула представляет из себя непростую задачу. Но некоторые, напротив, предпочитают сразу закончить текущие бытовые дела. Рома занимается стиркой. На мой вопрос, как он это будет сушить, невозмутимо отвечает: завтра повешу на рюкзак. А я решаю заказать себе ведро горячей воды. Уж больно сильно хочется помыться после трудного трека. Стоило подняться сюда, на высоту почти в 3500 метров, находясь в тысячах километрах от Москвы, чтобы выпить один из самых вкуснейших кофе, что я когда-либо пробовал. Или это так сказывается длительное отсутствие всех благ цивилизации? Хотя нет, пожалуй, надо отдать должное хозяевам лоджи Нью Панорама Гестхаус. Капучино у них действительно божественный. Кирилл заказывает себе ужин, затем долго и с интересом отсматривает отснятый фотоматериал. Снимки и вправду получились шикарные. А на кухне тем временем непальцы готовят масала-ти на всю группу. Этот индийский чай со специями пользуется среди туристов-трекеров заслуженной любовью и популярностью. Он не просто утоляет жажду, но и восполняет силы после тяжелого пути. Давайте для начала у нас наступит ночь. Наконец, ужин заказан, а чай выпит. Ребята взбодрились, и в ожидании еды они решают скоротать время за игрой в мафию. Итак, наступает ночь, все закрывают глаза, и открывает глаза мафия. Кровожадные духи. Надо как-то сговориться.